Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, честных словах поддержки, вы найдете все это на моем канале. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада – магия присутствия. Как твое поле взломало его систему безопасности? Вы когда-нибудь задумывались, почему рядом с вами мужчины начинают вести себя очень странно? Теряют слова, совершают нелогичные поступки или замирают, глядя на вас. Все дело вашей магии присутствия. У вашего мужчины была идеальная система безопасности, броня, которую не пробить словами или слезами, но ваше энергетическое поле совершило тихий взлом. Вы не боролись с ним, вы просто фоните с такой силой, что его настройки сбились. Его логика выдает ошибку, а его чувства перешли в режим максимальной яркости. Сегодня мы узнаем, как именно вы взломали его код, что в вашей энергии стало тем самым вирусом, который он теперь боится потерять. Системная ошибка в его сердце. Вы вирус, который он не хочет удалять. Узнаем сегодня, в сегодняшнем раскладе, как именно ваше присутствие обрушило его защиту. Ваш взгляд, запах или та самая неуловимая какая-то вибрация, манкость ваша, женская сексуальность. Узнаем. Потом, критическая ошибка. Какая часть его личности пострадала больше всего? Его логика, его гордость или его хваленое хладнокровие? И новая реальность. Как он теперь видит мир сквозь призму вашей энергии? Для начала делаю сигнификацию этого мужчины. Если сейчас вы его узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какой этот мужчина? Вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса. Назовите его имя. Какой он этот мужчина? Какой он? Сразу. Скромный и со вкусом, токсичненький. О чем это? Ой, агрессивный может быть. Оппозиция. О чем это? Так, какой он этот мужчина? Непростой, сердце разбито, одинокий, уставший. Хотел сказать, бродяга любви Казанова. Нет, тут не об этом, не буду наговаривать. Но тут, девочки, прям меня улыбнуло сразу с порога. Он может быть очень несдержанным. Знаете, недоброжелателей хватает. Мне кажется, у него может быть такой взрывной характер, как несет его. Вот что-то, если не по него, то ему трудно, вот, не так, как он себе это видит, ему трудно остановиться. Может перейти на какие-то даже, ну, знаете, оскорбительные тут реплики, а потом может раскаиваться даже. То есть показана карта оппозиции, он с кем-то тут выясняет отношения. Может быть, даже и вас это пару раз накрыло, коснулось. Может быть агрессивным, злобным, особо не выражать эти же самые... Ой, не... Особо не... Как это? Не выбирать выражения, да? Вот не зря тут токсичность. В принципе, может быть вспыльчивый, да, такой? Другой бы подумал 1000 раз, а этот... Вау! Рычит сразу. Тут карта транжира, я уж не знаю, как это связано. Скорее всего, это с проявлением этих эмоций, тут негативный в данном контексте. Вот как будто, я же говорю, его несет, ему надо это все выплеснуть. Снизить этот риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ладно, давайте посмотрим. Или это он сам по себе транжира? О чем это вообще? Вряд ли он тут особо навостратился. Вы извините, конечно, насчет транжири. О чем это? Тут мужчина, который разбрасывает эти купюры. Да нет, это не о деньгах. Тут скорее о другом. Очищение. О чем это? Иллюзия. Знаете, тут кто-то, кстати, из женщин может подумать о том, помечтать даже о том, что этот мужчина может
тратить деньги, вкладываться. Он может быть финансово нормальный, стоять на ногах устойчиво. Но тут какая-то иллюзия. Вот тут почему-то мне идет так. Этот мужчина может тратить деньги, но больше на себя. К сожалению, наверное. К счастью для него, тут как женщины попадают в какие-то какая-то западня, паутина, в сети какие-то могут попасть. Иллюзий собственных. Тут скорее женщина готова сама обманываться. А тут потом проходит процесс очищения, и скорее всего потом до женщины доходит, что этот мужчина обладает финансовыми какими-то, тут у него есть возможности, но вряд ли он их будет баловать эту женщину подарками как-то особо. Тут нет. Это скорее заблуждение. Так, кстати, показано, что если бы мужчина был более, как вам сказать, более щедрым даже в отношении женщин, может быть, у него даже личная жизнь складывалась бы более как успешно, удачно. По факту у него сейчас разбито сердце, и он себя чувствует очень уставшим, одиноким, череда каких-то испытаний, накопленная какая-то уже усталость. Так, вот это не могу понять, о чем это. Вышла у меня карта жадность. Я как-то кругами вот это все обходила. Тут скорее вот он так себя может проявлять, взрывной характер, да, так спонтанно тут может, неожиданно для вас, как-то что-то тут вроде ничего не предвещало, а тут взрыв эмоций, не сдержанный какой-то. Характер не особо, не фонтан, а проявление фонтана. А по поводу материальных вложений, тут женщины надеются на то, что этот мужчина может уж не знаю, баловать их, а по факту сталкиваются с жадностью. Вот в чем парадокс? Скорее всего, негативные эмоции он проявляет тут сверх меры, вовсю. А какие-то позитивные, типа слова «ты мне дорога», словосочетания, да, я тебя люблю или я тебя ценю, или ты очень ценна для меня, что-нибудь из этой серии. Наоборот, фиг с него что-то выжмешь, выдавишь. Вот какое-то тут такое несоответствие, да, хотелось бы наоборот. И по поводу, понятно, внимания, подарков, материальной стороны, жадность. Мне вышла жадность, девочки. Так. Сердце разбито у тебя. В чем это? Скучает он по какой-то женщине. Для него ситуация какая-то непонятная. Она уже длительное время тянется. Это Луна, может быть, даже созависимые какие-то отношения. Мутные, непонятные. Она для него и ангел, и демон, она для него как ребенок. Непонятная она для него, но привлекательная. Вот почему-то он считает, с одной стороны, может быть, шансы и давали, с другой стороны, может быть, он очень сомневался, а истинная ли это любовь, а не... Как будто бы у него тут, может быть, болезненный опыт уже был в прошлом, и он тут может подозревать женщину во всех смертных грехах, я вам честно говорю, скорее всего, да. Такой мужчина, который будет разрушать эти взаимоотношения, при этом даже толком они еще не успеют сформироваться, а он уже приложит максимум усилий для того, чтобы их разрушить. Как будто бы он очень сомневается, а на самом деле женщина искренне во мне заинтересована, нет ли какого-то подвоха. Вот этот кубок с любовью, да, с вином любви, а по идее тут отравленное зелье, да, какая-то больная любовь, или как суррогат, подделка. Тут как будто бы у мужчины постоянно какие-то вот такие качели. Он сам себя накручивает, а на самом деле эта женщина меня любит, во мне заинтересована или нет. Такое ощущение, как будто он сам себя уже съедает изнутри. Сам виноват во многом. Тут что-то и шансы давались, и можно было с ним построить взаимоотношения, но мне такое ощущение, он как будто бы подзаколебал женщину и сам себя уже заколебал. Что-то какой-то такой типаж странный.
Такая сигнификация этого мужчины у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим. Первое. Какой была его защита до встречи с вами? Да? Какой была его защита до встречи с вами? Его привычный способ закрываться. Уж не знаю, как он там себя вел. 4 возьму. Дальше смотрим. Взлом системы. Какая именно ваша черта пробила его оборону? Что у вас такого стало для него вот этим финальным? Уж не знаю как. Финальный. Точка невозврата, да? Так, следующее. О чем он думает сейчас, когда пытается собрать себя воедино? И финальный код. Его истинное отношение к вам очищено от масок и логики. Смотрим. Начинаем. Первое у нас. Какой была его защита до встречи с тобой? Его привычный способ закрываться. Его привычный способ закрываться, смотрите, он прекрасно воспринимал женщин, как вам сказать, картинку, да, для него очень важна была картинка. Внешне ему нравятся привлекательные женщины, понятно, да, внешность имеет огромное значение. Поддавался он, понятно, и чарам женским, и для него очень важна энергетически наполненная женщина, вот эта энергетика сладкая. При этом для него очень важно раньше было вот какая-то мистика, магия, да, при этом он поддавался, знаете, для него, как где-то ахиллесова пята, это, ну, понятно, тут внешность, тайна какая-то, загадочность, и тут идет у меня доброе женское сердце. Вот через вот эту вот какую-то, может быть, даже трогательность, мягкость, детская, женственность, вот до него можно было достучаться. Но тут же мы смотрим, какая его защита была. Он это все воспринимал, анализировал. Но потом любые какие-то, тут как-то сплетни, разговоры об этой женщине, как будто бы наводил справки, даже интересовался, может, мнением других мужчин, людей, в принципе, может, даже женщин, об этой женщине. И вот на основе вот этих вот, тут сплетни, девочки, на основе вот этой какой-то информации, сплетен, он четко выстраивал, вот, да, это мне показалось, вот она себя такое показала сразу, вот у нее вот такой образ, но на самом деле вот она такая, все, сам броню выстроил, все. Это просто картинка, на самом деле она совершенно другая. Вот как-то так, и у него легко это получалось. То, что видят глазки, то, что там он считывает, это одно, а потом как будто бы информация он добирал, и все, и переворачивалось с ног на голову. И он эту броню какую-то вот такую выстраивал. Вот так ему было привычно, удобно. Потом, какая именно твоя черта пробила его оборону? Ну, давайте посмотрим. Сейчас уточню. А тут павлин этот... Павлин, это он, этот павлин? Или это вы у меня как павлин идете сейчас? Это важно. Это он, этот павлин? Или это вы? Нет, это разрушение, не вы как павлин. А вот смотрите, тут очень интересно получилось. Именно ваша черта, которая пробила его оборону. Так. Одиночество. Глазки. Где-то его такое поведение, карта павлина, это человек, который распускает перышки, старается себя выставить в таком, как это сказать, позитивном свете, да, свои подчеркнуть все достоинства, пропиарить себя, показать с нужной стороны, акцент сделать на своих достоинствах, которые есть у каждого из нас. При этом максимально он камуфлировал недостатки свои. А я вам хочу сказать, он вас увидел женщина, которая, может, сразу ему показалась довольно-таки, ну, где-то
наивной, женщина, от которой можно было многое скрыть, глазки завязаны, как ребенок, он даже вас воспринимал как ребенок, вы были для него, который, может, многое не видит, недопонимает. В принципе, потом он на вас посмотрел, женщина, тут карта одиночества. Почему-то он считал вас, ну, знаете, как, можете даже в шумной компании быть, но вы как-то, как выделяетесь из этой шумной компании. Скорее всего, ощущение, вот, вы такое создаете, как человек, который не совсем в своей тарелке. Опять-таки, ну, тут я не вижу такого, вы там себя дискомфортно в этом чувствовали. Скорее, это как самодостаточность, это опыт, это, может, нежелание даже растворяться в серой какой-то безликой массе. Желание оставаться, ну, как, не предавать себя, да, вот тут такое вот, какая-то аутентичность. Женщина, ну, опять-таки, не похожа ни на кого. Может быть, даже он в отношении себя, кстати, вот это его зацепило, может быть, он не видел желания вашего особо с ним сближаться. Вот, тут одиночество, и рядом эта карта Павлин. Может, он привык, знаете, что женщины ищут там встречи с ним, там, заглядывают ему в глазки, флиртуют, улыбаются. А его триггернуло, зацепило то, что вы, скорее всего, находились в этой самодостаточности, спокойно реагировали на него. Может быть, даже тут уже карта сущность. Может, его даже это отчасти подбесило, взбесило. Что? Ну, то, что вы, может быть, не особо заинтересованы в сближении с ним, не увидели в нем этого самого роскошного павлина. Может быть, наоборот, тут даже какие-то ли фразы вы обронили, или ваш взгляд какой-то был ироничный, где вы поставили знак вопроса, очень большой, типа я не ведусь на эту обложку, как будто бы вы своими какими-то поступками, ну, может быть, манерой поведения, уж не знаю, даже словами какими-то, дали ему понять, что вы на эти фантики не ведетесь, вам нужны какие-то поступки, не какие-то мужские проявления, а скорее всего этот мужчина этого не давал, не делал. Тут основное, что его как будто бы зацепило, это, девочки, это уязвленное его самолюбие, тут гордыня, эгоизм. Как так? Как она не стала тут, знаете, легкой добычей, какой-то, может быть, даже очередной девочкой, которая... Он вас воспринял изначально вот такой вот девочкой, от которой можно что-то скрыть, вот тут глазки завязаны, ребенок наивный, вот так вот, да, а тут вы себя показали совершенно с другой стороны. Более того, тут что его еще, может быть, пробило его оборону, ваше нежелание зацикливаться на нем. Опять-таки, не знаю, как там внутри вы это все проживали, но внешне он считал, карта эволюция, тут женщина цветет и пахнет, как цветок распускается. Вполне возможно, взаимодействие с ним это, ну, сподвигло тут отчасти на начальном этапе, да, он видел вас красивой, женщина, которая там ухаживает за собой, но тут эволюция, это другое. Это женщина, которая, ну, не фокусируется исключительно на взаимоотношениях с ним, он не становится, как бы, как вам сказать, вот, единственным то, что вас там интересует в этой жизни. Ну, вы полностью не растворяетесь в нем, он не становится для вас вот тем смыслом жизни. Он видел в вас женщину, которая дальше там выбирает свой путь, свою дорогу, идет в развитие. Он не видел в вас женщины, которая тут стагнирует, даже если отношения складываются, не складываются. Вполне возможно, у него там такие проявления были, что там любая завоет и скажет: бог ты мой, как я в это вляпалась, да? Вполне возможно, он вам таки не давал того, на что вы надеялись. Но, несмотря на все это, он вас видел женщиной, которой все прекрасно и развивается дальше. И это его еще больше, как будто бы бесило, могло подбешивать. Ну, в данном случае тут его эгоизм, это его самолюбование, его где-то ощущение того, что он настолько может магически чуть ли не влиять на женщин, женщины влюбляются, а тут с вами это, не могу сказать, что дало осечку, нет, вы поддались этому, но он не считал вот прям в той мере, в которой он надеялся, что вы там будете, я же не знаю, марионеткой легкой в его руках. Тут какое-то вы ему оказали, ну, противодействие, я уже не знаю, то ли у вас это противоядие это оказалось.
Ну, не знаю, опять-таки, внутри, может быть, это все и болезненно у вас протекало, но внешне он считал вас стойким оловянным солдатиком. Женщина, которая смогла ему противостоять. Вот так вот. Не поддалась в полной мере его чарам. Ну, не стала легкой где-то даже добычей. Не стала таким легким трофеем. И как бы там ни складывалось, вот он считывает, что у вас внутри есть эта сила, опора на саму себя, и у вас все будет хорошо, и у вас уже все хорошо. Ну вот тут как-то так. Ну, привычную какую-то схему вы и правда сломали. Может быть, его даже восприятие самого себя. Он привык, как на него реагируют женщины, какую реакцию, да, они дают, а вы дали абсолютно другую. Дальше смотрим. О чем он думает сейчас, когда пытается собрать себя воедино? Ждет каких-то новостей от вас, по поводу вас. При этом, так, о чем это? Сейчас буду уточнять тоже, что это такое. Это его состояние. Мужчина держит за спиной какой-то кинжал. Видите, это история о том, что человек не совсем искренен, о том, что он многое утаивает, скрывает. Сейчас буду уточнять. Это он считает, что это вы что-то скрываете, утаиваете? Нет, карта бесплодна. Нет, это не вы. То есть это он, это его состояние. Это он, как бы желание наказать даже вас. За что? За вашу какую-то, может быть, холодность, за ваше умение держать себя в руках, за ваше умение отстаивать свои рамки, границы, за умение где-то даже отстоять саму себя, не предавать саму себя. Как будто бы о чем он думает сейчас, когда пытается собрать себя воедино. Вот эти две карты говорят о том, что для него вообще эти какие-то чувства, эмоции, которые на него обрушивались, это для него в новинку. Это карта фея и карта как гром среди ясного неба. Это волшебные какие-то непонятные, может быть, как мистические какие-то ощущения, как сочетание чего-то. Вот все вместе сошлось. И это для него гром среди ясного неба. Это перевернуло все в его жизни. Но при этом у него тут, знаете, какие-то такие... О чем он думает? Переживания, ощущения. Он думает о том, что ему хотелось бы узнать какие-то новости по поводу вас. При этом открываться перед вами он не намерен. Он, как вот тут кинжал за спиной держит. То есть какая-то информация в данном случае о чем? О том, что он в таком состоянии каком-то, знаете, как шандарахнутой молнией он находится. И это для него непривычно, для него это дискомфортно. Вот, он об этом бы хотел бы утаить. Он хотел бы это скрыть. Он хотел бы, чтобы вы никогда об этом не узнали. Ну, то есть какую-то маску он нацепил, и он бы хотел бы и дальше ее носить. Ни в коем случае, чтобы вы не стали там себе уверены более в себе, да, или не посчитали, что он там стал какой-то легкой добычей для вас. Ну, что-то тут у человека, тут у него проблемы, я вам хочу сказать. У него уже был болезненный, по-моему, опыт в личной жизни. Тут какое-то нездоровое видение взаимоотношений. Он скорее, повторюсь, этот человек скорее причинит боль себе и женщине, которая ему интересна, чем он откроется. Тут скорее разрушит сам, чем даже попытается сохранить то, что есть. Как будто бы идет на опережение. Лучше я разрушу сейчас все так вот. Нафиг все. Но мне больно никто не сделает. Лучше я сам первый больно всем сделаю, и себе в том числе. Тут какое-то такое видение. Да. Но для него тут это странный опыт. И повторюсь, тут может быть вы ему снитесь, это тут элементы какой-то магии, притяжения, элементы того, что для него это, повторюсь еще раз, гром среди ясного неба. Его шандарахнуло в макушку и не только. И он вообще не может понять, как это с ним произошло, почему. И всячески надо себя обезопасить дальше. Может быть, чтобы дальше хуже не было. Ой, ладно, извините, мне смешно, потому что ну тут как-то так все
прям как дитё какое-то. Может, этому ребенку там за 50 хорошо, но на восприятие какое-то странное, детское. Так, и смотрим. Его истинное отношение к тебе очищено от масок и логики. Ой, вы очень ценны, могу сказать. Бог ты мой, и что моя ж ты заюшка. Ой, джекпот. Но это не значит, что он вам об этом скажет. Мои хорошие, смотрите, вы истинная ценность. Вы золото для него. Вы для него вот и тут финансы, я имею в виду, тут подтекст такой, ценность неимоверная. Вы та вторая половинка. Вот смотрите, зеркало. Он смотрит на вас и видит какие-то качества, может, которые он внутри скрывает, но это в нем есть. И он видит в вас это все. Ну, вторая половинка. Тут прям и кармический, можно тут и сюда, и близнецовые пламена. Тут все, что хочешь. Не знаю, такие миллион, как вам сказать, оперирует этими выражениями, так ли оно у него складывается в голове, но тут вторая половинка как минимум. Нежность, смотрите, это как вот 15 лет, там 15-16, первые какие-то чувства, робкие, нежные. Вот это вот все он к вам испытывает, вот эту нежность, желание вас, может быть, обнять, дотронуться к вам. Тут даже не о сексе, не о страсти, тут просто вот эта нежнятина. И карта сердечка любит. Ну вот такая любовь, девочки. Вот какая любовь, какая любовь. Вот такая любовь. Ну какой человек, такая у него любовь. Тут шикарные просто карты. Вот его истинное отношение к вам очищенное от масок и логики. Вот это такое. Вашу ценность он 100% понимает, осознает. И нежность испытывает. И все. Но другое дело, его характер, его проявление. Это уж не знаю. Это вам все решать. И с этим всем вам как-то разбираться. Но я вытащила карты. Вы услышали. Все, мои хорошие. Спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.